Все знают, как японцы трепетно относятся к своим домашним питомцам. Неисчислимыми салонами красоты, парикмахерскими, отелями с высоким обслуживанием на любой вкус и даже пышными похоронами этим здесь давно уже никого не удивишь. Магазины изощряются на всевозможные новомодные аксессуары, брендовую одежду, качественную еду, а искушенные хозяева все это покупают, сдержанно хвастаясь друг перед другом своими приобретениями. Одним словом, жизнь у японских домашних питомцев совсем не собачья, как порой любим выражаться мы. Наоборот, иногда создается такое впечатление, что чрезмерное опекание о них даже превосходит обычную заботу о собственных детях. Колясочки для собачек и для котов. Там бабушки гуляют со своими собачками. Перевозки, даже домик с когтями, обточка вот это вот. Но не все так гладко, как кажется. Собаки и кошки на японском архипелаге подлежат регистрации и в обязательном порядке должны быть привиты и кастрированы. Разгуливая по японским улицам, никогда не встретишь бездомных животных. На Хоккайдо, например, чаще можно встретить бегающих по городу диких лис и иногда медведей, но это не удивительно, потому как народ здесь к этому привычный. Нет, брошенки, несомненно, есть, но это большая редкость. Почему? Да потому что выбрасывать на улицу слишком дорого. Кот стоит как подержанная машина. Цены, конечно, мегагалактические. Персидский кот 278 с налогом 305. А с если чипы чипированные 5500 еще в придачу. И цена 311. Но здесь вот каждый лоток, все чисто, все убрано. Причем, если вот они сейчас все молодые, тут вот вес, возраст пишется, когда родился и сколько примерно проживет, 12-17 лет. Вот, и здесь родился 9 марта. Молодой еще, кисунька такая. И когда достигают уже такого старого возраста, их усыпляют. Вот собачка Пагу. И 368 тысяч стоит, значит. Вот вакцина сделана. Пишется, когда вакцина сделана была. И кто это вот мальчик? Рост, вес, сколько сантиметров и цена. Цена вот эта общая уже с налогом. Плюс еще, вернее, цена с налогом. Плюс еще, если чип, 5500 доплачивать. Ну и здесь вот 500 000 собака. Тут даже можно в магазин с собачкой прийти. Здесь у нас отдел птичек. Корма для птичек, для кроликов и так далее. Посещая любой японский зоомагазин, перед среднестатистическим японцем всегда встает выбор: приобрести домашнего питомца, подержанную машину или новый iPhone. Слышится дико, но это факт. Цена одного кота или одной собаки в обычных японских зоомагазинах равняется подержанному автомобилю или новому айфону. Поэтому прежде чем завести домашнего любимчика, покупатель миллион раз призадумается, стоит ли ему брать на себя такую ответственность или нет. Именно ответственность, потому как большинство японских граждан слишком законопослушные люди и не любят брать на себя излишние обязательства за что-либо и тем более за кого-либо, потому что каждый понимает, что это чревато неизвестными неприятностями и непредсказуемыми последствиями. Ведь сами японцы говорят, что приобрести домашнее животное в Японии – это все равно, что завести ребенка. В обоих случаях уход связан с внушительными расходами. Petland. Тут даже мороженые, вот эти всякие кейки, вот тортики продаются для собачек. Вот макеты пластиковые можно выбрать на день рождения своему питомцу и подарить. Вот. Пучи кейки Ассотто. Collection.
Класс. В связи со всей этой ситуацией сам по себе нарисовывается вопрос. Разве в Японии содержание домашних животных могут себе позволить только обеспеченные граждане? Конечно же нет. Приобрести домашнего питомца может каждый работающий японец. Животное можно купить как за наличные, так и в кредит, но можно и бесплатно. И здесь имеется несколько вариантов. Фанаты породистости и чего-то высокого, например, приобретают животных у известных заводчиков или в зоомагазине по средней цене от 2–2,5 тысяч долларов и выше. В пакет входит прививка и чип. А любители простоты и скромности ограничиваются бесплатным любимцем из приюта или же по объявлениям на сайтах по типу «Отдам хорошие руки», где можно договориться с хозяевами, которые вручат тебе котенка, щенка или совсем уже взрослого кота, нашедшего у себя в подворотне, но не имеющего возможности или желания его содержать. На прививки, естественно, в последнем случае рассчитывать не нужно, плюс отдавший в руки животное будет в течение нескольких месяцев с тобой созваниваться по видеосвязи, желая удостовериться, что питомец жив, здоров, накормлен, счастлив и находится действительно в надежном месте. Тут мы вспоминаем слово «ответственность» и перевариваем, как оно выглядит по-японски. Лоточки. Вот я вот про эти говорила. Наполнители, то есть кот пописал. Вот в такой шарик все скаталось. Потом ты этот шарик взял и выкинул. И можно добавлять новый. Чуть-чуть там лопаточкой подсыпал. И все. Есть обычные вот такие вот. Их надо менять. А есть вот такой. Сколько вот он стоит? 1380, 1518 с налогом. Он даже не воняет, запаха нету. Бумажные гранулы, которые сворачиваются вот такие шарики. Вот в такие шарики сворачиваются, и лопаточкой потом раз убираешь, и все, 20 литров продается. Класс. Но даже приобретя любимчика в кредит или бесплатно, на этом мытарства владельцев домашних животных не заканчиваются. Почему? Да потому что в каждом крупном японском городе далеко не каждый может держать животное в своей квартире, особенно если это съемное жилье. Многие домовладельцы в контрактах прописывают запрет на их содержание. А если кому-то повезло и он живет в доме, где к животным настроены более-менее лояльно, жизнь все равно будет ограничена таким образом, что на прогулку, например, придется использовать отдельный лифт, который выполняет функцию грузового, чтобы лишний раз не беспокоить соседей и не доставлять им дискомфорт. Ведь некоторых может раздражать собачий лай, мяуканье кота, запах или даже просто присутствие животного. И уж, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы питомец громко гавкал, выл или мяукал на всю квартиру. Это грозит крупным штрафом и даже выселением. Поэтому, собираясь на прогулку с животными, законопослушные хозяева вооружаются во всевозможное обмундирование, беря с собой не только специальные контейнеры-приемники с мусорными кульками под экскременты, но и даже бутылки с водой, чтобы после того, как животное справит нужду, хозяин смог смыть с асфальта помеченное место, чтобы не оставалось следов и неприятного запаха, тем самым стараясь лишний раз не доставлять неудобства прохожим на улице.